Всех приветствую! Добро пожаловать на игровой канал, меня зовут Оскар, и сегодня у нас с вами очередная серия по мобильной игре под названием DR Survival. Сегодня прошли кое-какие обновления у нас. Версия 912.5. Событие так называется у нас с вами Мастер Охоты. Давайте посмотрим, что из себя представляет данное событие, в чем в нем интерес, какая наша польза, какая выгода и многие другие интересные вещи, которые мы предполагаем даст данное событие. Так, нажимаем на 17 дней для проведения данного события. Тут кто-то у нас появился. Привет, охотник. Готов столкнуться с новыми опасными мутантами. Начинается новое короткое событие. Тебя ждет. Первое. 7 глав сюжета про охоту и рыбалку. Выслеживание и сражений с боссами-мутантами. Вот это то, что нам нужно. И новое оружие охотника. Здесь у нас новые жетончики, видим, появились. Дед Мазай, да, у нас. Понятно. Так, сезонные события Мастер Охоты. Получается, обыскивать города мы должны заполучить такие специальные, видимо, журналы. Охотиться и рыбачить мы получим вот такие определенные ингредиенты для бартера, где в итоге мы это сдаем две вещи и получаем за место этого предметы. Эти предметы, видимо, мы продаем или отдаем данному деду Мазаю. Ну, я так назвал его дед Мазай, по сюжету, который у нас имеется. Покупая у торговца события предметы, увеличиваешь шанс лута предметов при охоте и рыбалке, говорится здесь. И что дальше? Получай задание, рыбачь и охоться, получай награды. Прикольно. Давайте посмотрим, что из себя представляет. Так, его зовут Лесничий, а не Дед Мазай. Окей. Ну, привет. Ты по объявлению? В смысле, по объявлению? По какому объявлению? Реально, по какому объявлению? Охотники нужны, хорошие охотники. Зверье мутирует, появляются новые твари, а я уже слишком стар, чтобы с ними справляться. Так что я готов раздать свое охотничье оружие и припасы тем, кто сможет защитить людей от всех этих новых чудовищ. Думаю, я справлюсь. Все вы такие резвые. Дай только в случае хорошее ружье урвать. Сперва докажи, что смыслишь что-то в этом деле. Если пойдешь на охоту или рыбалку, сможешь найти особые вещи. Ты их узнаешь, когда увидишь. И в разрушенных городах поищи журналы об охоте и рыбалке. Знания я ценю не меньше, чем навыки. Так, получается, у нас начинается гринда. Так что и дальше. Я обменяю все эти вещи на значки военно-охотничьего общества. Они у меня остались еще с тех времен, когда мутантов не было. Получишь достаточно таких значков, значит, ты готов к охоте на самой опасной добыче. Понял. Погоди, вот тебе на первую пору удочка, я сам ее слегка подправил. И наживка с приманкой. Если будешь все это использовать, нужные вещи будут попадаться чаще. Захочешь еще, заходи, обменяю тебе из своих запасов. А, так, получается, тут у нас удочка-мутант. Повышает шанс выполнить порченную икру, а выловить порченную икру, необходимую для получения значков охотника. А трофейная рыба, которую нужно ловить по заданиям события мастер охоты, клюет только на особые наживки и требует использования особой удочки. Купить их можно у торговца события. Скорость ловли рыбы 150%. Понятно. Это у нас червь наживка, повышает шанс выловить порченную икру, необходимую для получения значков охотника. У нас здесь получается ясненько. Это называется банка приманки. Повышает шанс и количество предметов, которые можно найти после охоты. Эти предметы необходимы для получения значков охотника. Так, получается, у нас есть ингредиенты, которые нам необходимы. Понятно? Хорошо. Так, у нас получается 7 заданий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 заданий. Обозначение здесь не написано, но у нас есть следующие вещи. У нас с вами есть нож с горняка. С каждым ударом будет наносить все больше и больше урона, но плохо пробивает броню. Характеристики этого предмета ограничены вашим уровнем. В нашем случае при 100 уровне мы получаем урон 575, дальность 1, очки действия 1. Наносимый урон по броне минус 25%. Ну, так себе ножик, ну пойдет. Это что такое ящик лесничего? Лесничий объявил, что отдаст свое оружие и припасы тому, кто докажет свои исключительные умения и поможет справиться с опасными мутантами на суше и воде. Это обычные наши лутбоксы, получается, да, у нас? При убийстве третьего, видимо, какого-то босса мы получаем спортивный пистолет. Благодаря уникальной конструкции бьет без промаха, модифицирован, чтобы хорошо пробивать броню. Пистолет дальность 6, очки действия 2, наносимый урон по броне 200, пистолетный патрон 2. Но это уже что-то есть хорошее. Если наносим урон 200%, это где-то больше 1000 урона мы можем
просто так наносить. А если он еще имеет ответную атаку, так как у вас есть перк, то это очень даже и очень хорошее оружие. Да, она будет даже самой лучшей у нас из пистолетов, по крайней мере, которых у нас есть. Надо ее заполучить. Ну, реально крутая вещь. Ладно, идем дальше. Что здесь? Загонщик. После выстрела из этого автомата все другое оружие и события мастера хода будет наносить дополнительный урон. Если мы с ней выстрельнули, у нас есть пистолет, и дополнительно, получается, будет урон происходить. Автомат. Дальность 3, очки действия 2, автоматные патроны 3, урон получается 1000, да, у нас? Угу. Прикольная вещь, прикольная. Так, получается, самым последним у нас является арбалет Гюрза. Жертва останется медленно умирать, но в силах далеко, не в силах далеко уйти. Значительный урон со временем и штрафы к передвижению. Арбалет. Дальность 4, очки действия 2, эффект столбняк 100%. Урон заход 350. Интересно, а что за столбняк это получается 100%? Ладно, посмотрим, что из себя представляет. Но пока меня заинтересовал именно вот этот спортивный пистолет, который мне бы хотелось заполучить. Так, у нас есть 300, видимо, нужно монеток собрать на задание. Нужно, видимо, делать вот эти основные вещи и в данный момент отдавать нашему деду Мазаю. Получить. Получить, как обычно, мы можем следующим образом. Нашли мы, получается, журнал о рыбалке, поменяли на 20 значков и так далее. Интересно, сколько таких у нас этапов возможно? Ну, в каждом в среднем где-то около 20, от 15-25 можем прокрутить и можем собрать то количество монет, которое нам нужно. Ясно. Также у нас есть магазинчик. Давайте посмотрим магазин, что у нас из этого представляет. Как обычно, есть бонусы. Ну, без этого никак. Так, торговец синим. Здесь можно покупать за монетки, получается, те или иные вещи. Это у нас удочки. А это что за удочка есть? Как-то можно посмотреть ее? Нет, видимо, нужно купить, тогда можно будет понятно. Я так подумал, что наши удочки тут не так сильно будут востребованы. Придется, видимо, эти удочки покупать и использовать те или иные вещи. Это приманки. Это у нас приманка калибалка, если не ошибаюсь. Также наживки у нас есть. И остальное все обычно стандартные вещи, которые тут у нас обозначены. А в этом случае тут имеются вот такие моменты. Да, у нас только непонятно, почему зеленый, почему оранжевый. Или что-то еще дополнительно будет, может, появляться. Может быть. Здесь, получается, за монеты можно купить. Это, получается, за игровые монеты события, а это за наши золотые монетки, которые здесь у нас есть. Мы можем это все полностью приобрести. Ясненько. Понятно. Так, боевой пропуск есть у нас что-то? Боевой пропуск. Да, боевой пропуск у нас с вами работает. Так, получается, из обычных вещей что мы будем с вами получать? Ну, тут первые ряды мы смотрим, здесь ничего интересного нету. Но у нас в финальной части мы можем получить китобой. Хорошее оружие для тактических маневров, притягивает цель вплотную, шансами ее оглушить. Холодное оружие. Это тип холодного, получается. 825, 4, 2 эффекта оглушения, 75% возможностей может получить. Ну, для тактических вещей она очень даже и хорошая вещь, могу сказать. Урон приличный, хороший. Но есть, конечно, у нас и другие оружия, которые тоже урон хороший приносят, но оглушение 75%, ну, это прям хорошенько. А это что за оружие у нас? КС «Волкодав». На выстрелы этого карабина к тебе на помощь может прийти охотничий пес. Винтовка. Дальность 5, очки действия 4. Но очки действия, конечно, много забирают. Урон так себе можно назвать. Но то, что призывает себе охотничьего пса, ну, это интересно. Интересно, сколько охотничий пес дает у нас урона и вообще, есть ли от него какая-либо выгода. Так, здесь что у нас? Пожарный топор. Этого удара жертва не забудет никогда. Мощное пробивание брони и эффект уязвимости к огню. Эффект уязвимости к огню. Холодная. Дальность урон так себе. Дальность 1, очки 1. Наносимый урон по броне 350%. Это где-то в районе у нас получается 700 урона, да, будет? Эффект огнебоязнь 100%. Но это хорошая вещь, если посмотреть. С топорчиком бегать и, может быть, каким-то
как говорится, коктейлем молотом, как минимум, можно заполучить, да? И так получается у нас боевой пропуск. У нас всего лишь 15 уровней, и мы должны выполнять кое-какие задания. Задания, как обычно, зайти в игру, провести в игре 30 минут, победить в 5 в боях, охотиться, взломать и так далее. Но это все обычные простые вещи, которые до этого у нас были. Так, забираем, получается, жетон времени, 5 штук. Здесь у нас еще есть события. Время прохождения боевого пропуска заканчивается. Последний шанс разблокировать уровни и получить награды 2 дня и так далее. Это что был? Это у нас еще с того ивента контрабанды, да, получается? А здесь у нас с этого момента, который у нас есть. Окей, понятно, ясно, интересно, весело. С чего начнем? Начнем, получается, у нас с лутомани. Начнем лутать, лутать и еще раз лутать города. Посмотрим, что же журналы, как их можно обменять, что их можно сделать и так далее. Так, мы выгрузились. У нас есть... У нас, получается, мы сейчас пока оденем тактическую броньку. И начнем уже, получается, первым этапом. Давайте посмотрим, какие города нам нужно лутать, где нас нужно будет сделать. Так, у нас, получается, обновились все карты, да, у нас? Тогда нам нужно удалить все. Удаляем все наши стикеры. Теперь наша карта полностью чистая. Интересно, уважаемые зрители, напишите, есть какие-то ли здесь секретные квесты? Может быть, где-то вы здесь лазите? Может, там тоже имеются какие-то моменты, на которых мы должны будем обратить. Кстати, а здесь есть типа как радиовышки? Нет, здесь я не наблюдаю. Здесь нет у нас. Видимо, только чисто охота нужно будет заниматься и получается рыбалка. Нет таких точек активных, на которых мы должны будем обращать. Ладно, смотрим, где здания. На каких зданиях здесь можно собирать тех самых журналах. Там, по-моему, говорилось у нас, что нужно... Так, куда нажать, чтобы заполучить? Так, охотиться, рыбачить, обыскать, обыскивать города. Это можно любую точку обыскать? Так, что с тобой? Обыскать. Здесь нету. Здесь тоже нету. Стоп. Давайте вскроем типографию. В типографии есть. Получается, журнал о рыбалке у нас имеется. Давайте мы ее заполучим. Хорошо. Дальше в этих зданиях у нас есть? Нет, в этих зданиях. Может, в бункерах? В бункерах тоже не наблюдается. Так, а в обычных домах у нас может быть? Так, в обычных домах у нас нету никаких журналов. А в таких зданиях тоже нету. Может, на заправке у нас есть? Не, на заправке у нас не будет. А что касается по поводу институтов? Давай скроем лабораторию. Лаборатории нету. Здесь тоже нету. Здесь тоже нету. Странно, в институтах и нету в библиотеке. Можно было в библиотеке где-нибудь поставить. Ладно, давайте съездим на почту. Давайте посмотрим, может, на почте что-то есть интересное. Да, на почте тоже у нас нету. Может, в гаражах? В гаражах тоже не наблюдается. Ну, тогда в универмаг давайте зайдем. В универмаге 100% должно быть. И в универмагах даже нету. Это очень обидно. Так, у нас нужно немножко повысить количество энергии. 300, да, получается? Немножко повысим. И получается энергетика. Давайте в банке посмотрим. В банке тоже нету. И здесь нету. Это получается только в типографиях мы можем находить. Обратно, получается, лутомани по всему городу надо будет ездить и искать. Здесь тоже не наблюдается. Это получается, сколько мы должны таких типографий объехать, чтобы полностью мы могли их полностью найти. Ладно, отмечаем, что мы этот уже город зачистили, посмотрели, где что здесь у нас нету. Это что у нас было? Это у нас библиотеки. Получается, в библиотеке мы можем найти 2 журнала рыбалки и так далее. У нас с вами оно имеется. Ладно, тоже обыскать, все собираем.
Так, у нас есть журнальчики. Теперь нам нужно, получается, обменять эти вещи, то, что мы с вами заполучили. Так, ну, рекламу уже потом будем смотреть. Сейчас пока будем делать то, что у нас есть. Используется для обмена на значки охотника в окне события. Шанс получить этот предмет выше, если во время охоты использовать специальные приманки, которые можно приобрести у торговца за событием. Так, 20 штук у нас с вами есть. Где-то у нас продавец, которому можно будет что-то либо купить. Ух ты ж, это что получается? Это получается, мы должны с вами собрать, во-первых, 300 штук, купить вот эти основные вещи и так далее. Ну, давайте так и сделаем, когда получается. Что у нас может быть? У нас 695, да, получается? Ну, для охоты приманки возьмем самое лучшее. Давайте за 100 золотых, ничего страшного. Возьмем одну удочку и возьмем, например, у нас колебалки. И возьмем червячка. 266 золотых мы с вами поменяли, да? Ясненько. Давайте мы их приобретим. Давайте мы с вами посмотрим. Так, мы у берега находимся. Правильно? Правильно. Получается, нужно рыбачить. Снимаем ее на этом. Меняем на колебалку. И начинаем рыбачить. И что мы получим за это? Мы получаем с вами порченую икру. Используется для обмена на значки охотника. В окне события шанс выловить этот предмет выше, если во время рыбалки использовать специальные удочки и наживки, которые можно приобрести у торговцев из события. Все. Получается, мы с вами потратили 4 золотых монеток для того, чтобы получить одну икру. Ну, это какой-то нереальный. Ладно, давайте на червячка. Ага, и на червячка мы с вами получили консервную банку. А если мы с вами давайте половим на такую вещь. Да, я хлебом больше получу, чем получается на... из этого еще это, да, уменьшается, получается. Количество. Она восстанавливается, мы можем как-то чинить эти удочки? Или это удочки одноразовые у нас тут будет находиться? Так, где наша удочка? Удочка. Починить можно ее? Нет, прочность получается 30 раз мы можем ее использовать. Скорость ловли 300. И на этом полностью у нас с вами, видимо, заканчивается. Ну, давайте еще раз, когда половим с этой удочкой. Что там у нас еще может быть выловится? Так, получается, мы 25 сухарей с вами потратили. Из 25 мы получили с вами 4 порченые икры. Остальное вы сами наблюдаете, что мы с вами заполучили. Так, здесь нужно избавиться у нас от радиации. Давайте мы воспользуемся вот этими моментами. Окей, мы поняли. Теперь давайте пойдем на охоту. Где можно тут хорошенько поохотиться? Нужно будет поохотиться в лесу, да, нам? Давайте мы съездим в лес, посмотрим в лесу, что можно будет сделать. Так, в лесу у нас следующие действия. Искать. 75% чего-то вокруг, ничего, только деревья и заросли. Хорошо искать. Нет, охотиться. Я заметил противника медведи. Ладно, напасть. И что нам это даст? Ладно, автобой. Во время, получается, охоты мы можем заполучить след добычи. Это больше вероятность 75%, то, что у нас с вами выйдет. Прикольно. Итого у нас выпало количество 4 штуки. Супер. Дальше что нам нужно? Зайти обратно в мастер охотника. Получить. И здесь мы можем с вами поменять. Так, не спасибо. Итого мы с вами собрали 45 штук. Так, за 3 раза мы уже с вами собрали 72 жетона, да, у нас, которые есть. Обратно нужно пойти журнал искать. И в итоге, получается, мы должны как минимум собрать на задание 300 штук. Как только мы соберем 300 штук, мы сможем с вами уже использовать ножик для первого нашего прохождения босса и так далее, так далее, так далее. Ну что ж, механика понятна, интересное событие, посмотрим, что из себя дальше она полностью покажет, но это есть что-то, какая-то определенная изюминка, интересно новые механики,
Ну, какой новой механики? Что-то новое. То есть, получается, здесь нужно будет теперь поохотиться, погриндить. Тех ребят, которые находятся на рядовых позициях, конечно, это будет немного затратно. Ну, для прокачки, я думаю, что будет интересно. А вот для ребят, у которых уровень почти под сотни, мы можем использовать различные уже ивентовые оружия. И, как вы видели, на автоподборе мы можем устраивать автобои. И в итоге, получается, может быть, получится даже быстро это все скоротать, быстро все это собрать и сделать. Единственное, что получается, нужно теперь будет ездить по городам. И мы, видимо, нашли только в библиотеке и нашли в типографиях те журналы, которые нам необходимы. А что касается по поводу вот этих вещей, но они какие-то невыгодные ценники. 160 золотых монет потратить для того, чтобы использовать, но это как-то не туда и не сюда получается. И даже приманка 4 золотых, и в итоге мы всего лишь одного поймали, ну тоже как-то неинтересно. Будем использовать, получается, обычный процессом, так как у нас имеется большое количество других возможностей. У нас есть и количество мяса, большое количество, которое мы можем, и животных у нас в запасе здесь, как вы видите, тоже имеется. Посмотрим, что из них можно будет сделать и как можно будет полностью поработать. Но это уже будет с вами в следующих сериях. У нас всего лишь 17 дней. 17 дней на прохождение 7 заданий. Это получается где-то грубо у нас через день должны выходить те или иные серии по данной игре. Ну, как минимум, через каждые 2 дня мы должны обязательно в порядке выпускать. Посмотрим, распишем расписание, а потом я уже точно скажу, когда какие дни у нас будет выходить серия. Ну вот, и все. На этом у нас с вами закончился обзор. Пишите в комментариях, что интересного, на что можно будет обратить внимание. Может, какие-то есть интересные э, возможности более ускоренного процессе за получение тех или иных жетонов, которые нам нужно для данной игры. Было бы интересно послушать ваши мнения. На этом все. Если серия вам понравилась, подписывайтесь, не забывайте ставить лайк и не забывайте нажимать на колокольчики для выхода новых серий. На этом у меня все. Всем желаю вам удачи и успехов. Увидимся уже с вами в следующих сериях. Всем пока. Пока.